про это не рассказывают, потому что это невыгодно. Германию сегодня удобно продавать. Красивые видео, детские площадки, чистые улицы, порядок. Но неудобно говорить о цене этого порядка. И сразу скажу, это видео не хейт, не жалоба и не нытье. Это разговор взрослого человека с взрослыми людьми. Особенно с теми, кто думает о переезде или уже здесь и ловит себя на мысли, а почему мне так тяжело, если тут все вроде бы так хорошо. Если вы ждете сказку, вам видео точно не понравится. Если хотите реальность, оставайтесь. Начнем. Во-первых, Саманта первый раз кушает суп. Это очень важная информация. Наши мамы прям не могли успокоиться, постоянно говорили: дайте этой девочке суп, дайте этой девочке суп, она только сухое кушает. А мы говорили нет, потому что мы не знали, как ей этим супом кормить. А ты знала? А вообще-то кушала она не сухое, я делала точно такие же. Она так прикалывается. Да, это она играет, чтобы вы думали. Мы сначала первое время реагировали. Ты типа там что-то делаешь или что, или как? Нет, это игра. Ой, как вкусно моя жена готовит. На здоровье. Я сметанку тебе не дала, любимый. Я возьму. Короче, в итоге сегодня я сварила обычный суп. Кастрюлю, такую, как на себя тоже, суп с фрикадельками. Сейчас поговорила со своей мамой, говорю, я даже не представляю, как ей давать этот суп. Она говорит, в смысле как? Я говорю, ну оно же все потечет, она так не умеет еще кушать. Она, и тем более она всегда вырывает руками, там, ну в общем, жидкое, мы не представляли, как ей кормить. Это ее сметанка, твоя... Ладно, бери эту, бери. А это открытое, это не мое? Нет, там ее с пряничками, там тоже не то, то ее йогурт. А папа, ты там не найдешь ничего. Почему не найдешь? Давай, Самантик, тебе надо все смотреть. В итоге я сегодня сварила этот супчик. Мама говорит, нет, ты, конечно, ей типа толкучкой сделай, чтобы оно ей было удобненько. Поэтому это такой же обычный суп, как я давала и раньше, только более взрослый, можно так сказать. Это так тебе? Нет, любимый. Это надо большую банку в самом конце под этой стенкой. Под стенкой, да, вот эти два йогурта забирай, вот убери. Первое, о чем мы хотели говорить, это деньги. Давайте начнем с самого популярного мифа. Деньги. Вот так. Да, в Германии зарабатывать больше. Это правда. Но почти никто не говорит, что ты видишь зарплату до, а живешь на зарплату после. Да, ты у меня умничка, да, моя девочка. Она просто хочет с ним играть, это невозможно. И мне почему ее сложно без него покормить, потому что со мной она серьезная, у нас все спокойно, я учу ее кушать как-то более прилично и красиво. Но приходит окоп, и они с ней там играют, веселятся, и все. И она его ищет глазами. Не? Ням. Короче, налоги, медицинская страховка, пенсионный фонд. Короче, страховка на все и про все. Аренда жилья это вообще отдельная тема. В больших городах суммы доходят аж до того, что это просто шок для новоприбывших. В итоге ты и не бедный, но и не богатый. Ты живешь нормально, ровно, без скачек. То есть тут все обустроено так, чтобы в принципе все были на одном уровне. Не знаю, это хорошо или плохо, каждому свое, но если ты едешь в Германию с целью тут очень хорошо заработать, Даже если не очень хорошо, если ты едешь в Германию за деньгами, то это точно не та страна. Германия не про разбогатеть, Германия про то, чтобы не упал. Ну, это правда, тут реально помогут всем и каждому, протянут руку, то есть ты тут голодным на улице не останешься, с тобой всегда будет все нормально, ты в безопасности и ты накормлен, если ты этого хочешь, конечно. Но это кто какую жизнь выбирает, понимаете, ну, то есть кого-то это, конечно, устроит, а кто-то хочет намного большего. Короче, тут все не так просто, как кажется со стороны. Вот мы живем нормально, без скачек, так и есть по сути. Но нам хочется же, как и всем хочется, хороших условий, хорошей машины, хороших, там, не знаю, путешествий. Мы же видим, что происходит в мире. Но мы осознаем и понимаем, что это, я не знаю, как это должно быть. Я вижу людей, которые катаются на хороших машинах. Давайте на машинах остановимся.
Например, машина, которая стоит, ну, хорошая, скажем, от 30, от 40 тысяч евро. Чтобы купить такую машину, я не знаю, сколько лет надо копить. Да, тут есть вот эти всякие системы, лизинг, кредит, но... Кредиты, а тут в основном все на кредитах получают. Да, но опять же, смотрите, ты берешь машину, ты из своей суммы, которую зарабатываешь, например, ты зарабатываешь в семье, наша семья зарабатывает, например, 3000 евро. Из 3000 евро где-то 1500 сразу же уходит. Я это говорю чистым, я это не говорю с налогами. Мы заработали 3000 на руки, с этих трех сразу как минимум 1500 уходит квартира и плюс коммунальные. Если туда же плюсануть все, опять же, необходимые траты, это идет интернет, тренажерный зал, проездные билеты, страховка. Это уходит тоже где-то, опять же, от процентного соотношения начинается от 600 и идет до 1200. Потому что страховка очень большая. Вы понимаете, еще тебе надо кушать, тебе еще надо одеваться, тебе еще хочется куда-то выходить, понимаете? В итоге из этих 3000, если я так детально не буду разбирать, из этих 3000 у тебя остается где-то на руках 200 евро. Ну, 300 пусть будет. Если ты сильно там экономишь, 400. И что ты с этими 400 евро сделаешь, по сути, в Европе? Купишь себе одежду? Да, купишь. Да нет, это тупо на еду остается. Ты что? Не-не, я еду подсчитал. А, еду ты считал, в этих 1200 входит еда? Ну, я так округлил. Ну, это типа, он вот так. очень минимально сейчас подсчитал, если честно. Ну, 3000 на семью из 2 человек с ребенком не хватит. Даже учитывая, в каком мы городе маленьком, все равно тут такой суммой наши расходы не покрыть. Это ты прям все в цветочках очень преобразил. Да, я в цветочки преображаю, чтобы сильно не напоминать, что мы жалуемся. Мы говорим просто правду. Мы рассказываем ситуацию, в которой мы. Мы не ноем и не жалуемся. Мы рассказываем нашу историю. Мы констатируем факты. Как есть, так есть. В общем и целом, остается такая маленькая сумма у тебя в руках, что ты не знаешь, как этими деньгами располагаться, чтобы что-то, так скажем, отложить на какое-то еще действие, которое ты планируешь. Например, у нас планируется в этом году путешествие в Армению. Например, я говорю, мы еще не знаем, это точно будет или нет. Мы должны отложить деньги на билеты, мы должны отложить деньги на то, что там жить. И я вам скажу, это не дешево. Чтобы полететь втроем в Армению, это как минимум 1000 евро будет стоить. Билеты только Билеты билеты. туда-обратно, Да. может повезет с багажом. Найду какой-то такой вариант. А так, билеты с багажом где-то 1200-1300. Проживание в Армении, все, которые связаны как-то с Арменией, понимают, да, у нас есть там место, где мы можем жить. Что ты жалуешься? Давай еще разочек. Да, у нас есть там где жить, мы можем пожить у моей мамы, но в любом случае, если этой возможности нету, нужно снять жилье, аренду. Аренда в Армении тоже дорогая, если, так скажем, дороже, чем здесь. Питание. Если быть честными, да. Питание. Тоже надо Кушать, очень двигаться хорошо. там гораздо дороже, чем в Европе, это сразу говорю. И в итоге, короче, выходит сумма, которую нужно отложить, где-то, 3000 как минимум евро, чтобы поехать в Армению на дней 15. Ладно, 2 недели, так скажем. Ну, это тоже там очень надо экономить, скажу вам Это честно. по 200-300 евро как нужно сэкономить, чтобы вот это все осуществить. В общем, То есть любой отпуск, который ты хочешь один раз в год позволить, это в любом случае вот такая сумма. И то мы не берем какие-то курорты, на которые хочется еще отдельно поехать, а просто поехать к родным. А у нас еще 2 страны родных, куда мы хотим поехать. И это не всегда получается с... Дочь, что ты мукаешь? Забирати чи давати? Що? Давай, доставай. В общем и целом, с деньгами тут
не так сказочно, как многим кажется. Все думают, что Европа это что-то, ну типа вообще тут все легко и просто. Кто там типа уехал в Европу, в Германию жить, все, они там миллионеры, миллиардеры. Реально такое мнение бытует у людей, которые остались жить в СНГ. Потому что мы миллионеры, миллиардеры. Да. Я всегда был богатый, буду богатым. Не знаю, кто о чем думает и знает. Я так за себя сказал. А мы с Самантиком кто? Но если я, то вы автоматом подключаетесь. Что тут скрывать? Следующее. Бюрократия. Про бюрократию обычно шутят. А зря. Потому что она ломает не смешно. Письма, формуляры, ожидания, ошибки, которые могут стоить месяцы жизни. Здесь все по правилам, но правила не для людей. Правила для системы. Ты не можешь просто решить вопрос. Ты можешь просто ждать. И со временем ты начинаешь себя считать не человеком, а каким-то делом, типа с номерком. Это неплохо. Это просто тяжело. И каждый, кто сюда едет, должен быть к этому готов, потому что это реальная правда, которую мы на себе очень сильно ощутили. Она хочет, чтобы я открывала и закрывала. Ой, а чтобы я открывала, она закрывала. Как только мы приехали в Германию, нас предупреждали здесь все местные, что готовьтесь, это будет сложно. Здесь вот эта писанина, письма, письма, письма. Но первое время мы как-то так... Папе, давай, папе, открывай, мама будет кормить. Давай, дочь. Мы как-то так типа на лайте к этому относились. Я вообще прекрасно, потому что всем занимался муж. Я такая... До сих пор так нормально, потому что всем до сих пор муж. Ну конечно, то есть я все знаю лично из его рассказов. Я сама с этим не столкнулась, но очень часто такое, что ты в этот почтовый ящик заглядываешь, ты какой-то запрос кинул, и ты ожидаешь ответ, просто тебе он нужен позарез, там, я не знаю, там, с правами какими-то мы отсылали запросы, с правами водительскими. Ну и вообще много-много всего. Все вот это в письменной форме происходит, в письмах, в основном вот таких именно конверточных, очень редко, что здесь работает пока что по электронной почте, но все же, ты реально зависим от этого почтового ящика, ты в него ходишь, заглядываешь постоянно. Да это неплохо, я не говорю, что это плохо, что ты зависишь от почтового ящика. Ну это же подбешивает это часто. Я не об этом говорю, я говорю то, что я не то имел в виду. Письменная форма решения вопросов классно, мне нравится. Я люблю, вот честно скажу, вот это всю бюрократию, мне нравится. Я кайфую, что я могу решить какой-то вопрос. Мне нравится. Почему? Потому что в наших странах в основном какие-то вопросы, когда появлялись, они решались с помощью... Саманта, они решались с помощью каких-то знакомых. Нянь, давай. Спроси у того. А тут есть четкие там типа правила, что при таком случае ты должен сделать это. При таком случае ты должен сделать это. И автоматически, давай его спрячу и все. И автоматически это не происходит. Это ты должен просто сделать. И опять же повторяем, это просто тяжело. Это надоедает. Это не так, что ты на расслабоне типа занимаешься этим. У меня вот сейчас очередное дело, которое я должен сделать с документацией. Давай. Нам нужно продлить срок пребывания в Германии. Опять же, на год. Мы тут ежегодно продлеваем проживание в Германии. И этим всем занимаюсь я. И сейчас я должен это сделать в третий раз, так как наш третий год пойдет. Я ленюсь это делать. Документы я принес в папке, положил туда уже третий день. Я стараюсь на них не смотреть, потому что я понимаю, на это уйдет где-то час-3 времени. Опять же, как быстро я это буду делать, как я уже освоился, вспомню всю процедуру. В любом случае, я к чему это опять же веду? Это неплохо, это просто тяжело. Все, не буду больше говорить об бюрократии. Знаете, это тоже тема отдельная, о котором почти никто не говорит. Следующий этап. Одиночество. Я хочу сделать себе кофе. Если честно, тема одиночества здесь очень-очень актуальна. И тоже мы начали замечать это уже только когда здесь побыли, так
конкретный определенный отрезок времени. Даже вчера мы смотрели фильм, и те вещи, на которые мы, не пожив в Европе, не обращали, никогда бы не обратили бы внимания. Мы даже по фильму вчера, вот Ак говорит, реально, смотри, какие одинокие люди, даже в фильме. А этот фильм снимался в Нидерландах, просто про обычную жизнь. Но я к чему веду, насколько эта тема здесь актуальна. Семьи вот так живут, типа, друг с дружкой, и то не очень дружны, так сказать, чтобы, типа, как у нас. У нас собираются на застольях, обсуждения какие-то. Да просто люди скучают друг за другом, потому Это что... мы скучаем. Для них, может быть, это привычно. Это для нашей культуры, для нашего менталитета это чуждо. А для них это может быть нормально. Опять же, не забывай, что тут культура и люди совсем другие. Они не хорошие или плохие, они просто другие. Все, она уже выплевывает. Про одиночество почти никто не говорит, потому что это почти никто не показывает на видео. Здесь нет спонтанных друзей, нет зайти в гости, нет разговоров ни о чем. Ты можешь жить среди людей и быть абсолютно одиноким. Тебе никто не обидит, но и никто не обнимет. И если ты привык к теплу, к эмоциональности, к общению, тебе будет сложно, очень сложно. Потому что, вот опять же, наш менталитет, мы какие есть, мы вот такие, мы теплые, мы хотим спонтанных гостей, мы хотим спонтанных друзей, разговоров ни о чем. Нам вот сейчас очень не хватает этого всего. Да, у нас есть, опять же, тут какие-то люди, друзья, но даже находясь тут, все осознанно, неосознанно становятся такими. Мне почему-то не кажется так и есть. Мне кажется, так и есть. Ты в какую среду попадаешь, к сожалению, ты волей-неволей как-то неосознанно поддаешься этому и вот так, ну, как-то закрываешься или как сказать. Я не понимаю даже, почему вот так происходит тут. Я реально вот не понимаю, но оно так. Хочешь, не хочешь? Не хочешь больше? Тут куча вот реально людей, которые говорят на твоем знакомом языке, но все как-то остерегаются от этого общения, или хочешь, не хочешь, становятся такими, как это общество. Короче, одиночество – это факт, о котором тоже многие молчат. Теперь важная тема – семья и дети. И теперь наконец-то поест мама. Да, для детей тут много плюсов. Не ругайся. Безопасность, права и свобода. Но есть то, о чем редко говорят. Здесь воспитывают свободных детей, но не всегда счастливых. По нашему мнению, мы его не навязываем. Может быть, они счастливые в таком своем мире. Много дистанции, мало эмоциональной близости. И если ты из культуры, где семья это тепло, где много объятий, контактов, участия, то ты это почувствуешь. Этого тут нема. Чека, как говорят на армянском, все, закончилось. Похчка. Похчка. Я хочу ей взять какой-то йогурт, чем-то ее дальше кормить, а то она... Не, я так не выйду. Доставай ее йогурт и ложка есть. Выйдешь, любимая. Супер. Короче, я скажу то, что я видел, то, что я наблюдаю каждый день. Я вижу детей с родителями, которые ходят, и я вот такого тепла не чувствую. Я вот даже скажу то, что меня очень сильно волновало, и я очень сильно беспокоился, и мне вот... Пальчик закрыла? Оно открыто. Не закрыла, просто Я хочешь, знаю, чтобы ты ее закрывал. Я играю с ней. Ты же не закрыла, я знаю. Я уже вижу, рядом сижу, что она делает. Меня очень сильно в первое время, когда Саманта только родилась, почему-то вот это был мой болезненный момент. Я с ней ходил, и мне не хватало, чтобы кто-то... Вот, закрыл. На, открой. На, открой. И мне не хватало, чтобы кто-то посмотрел нашу коляску и сказал: ой, какой классный малыш. Или там улыбнулся. Почему-то это мне просто не хватало. Потому что я сейчас понимаю, что в нашей культуре это было, это есть. И это вот просто знаете, какое количество. Когда мы были в Армении, каждый хоть... Назад. Каждый первый говорил: ой, Саманточка такая классная девочка, такая хорошая.
Я прям наслаждался этим процессом. И я понимал, это какое-то тепло от них идет. Это я добавлю чуть-чуть, перебью. Это чужие люди. Это ты проходишь где-то по городу, и люди заглядывают в коляску. Не все говорят Саманточка. Там, конечно, нас многие узнавали, но просто чужие. Боже, какой красивый ребенок. Боже, какая лапочка. А какие глазки. А сколько какие... человек просто узнавали, говорили: ой, Саманточка, привет, мы тебя знаем, мы за тобой следим, или просто видели твои ролики. Ну, в общем и целом. И это раз мое. А во-вторых, я не вижу тут, что родители, обнимая своих детей, целуют, там, наслаждаются этим чудом, как в наших странах, как мы. Я вот не знаю, даже пример сегодня. Саманта спала со мной, она спала на мне. Я прям кайфовал от этого явления. Потом она проснулась, я сразу Танюшке пишу: можешь заходить? Она зашла, у нее вот эти щечки красненькие, я выставлял в сообществе это фото, посмотрите. У нее щечки красные, она такая классная, как из рекламы, как конфетка какая-то. Она говорит: я сейчас ее съем. Я говорю: я знаю, я тоже хочу ее съесть. И мы играем с ней, мы наслаждаемся этим. Этого тут как-то нету, счастья нету, есть какая-то свобода. И все. А мне сейчас вспомнилась фраза, где-то год назад мы здесь были в гостях у местных людей, которые разговаривают на нашем языке, но живут уже здесь там более 30-40 лет. И мы вот эту тему обсуждали, что нам так хочется, мы так ожидали, когда ребенок родился. Да, это наши ожидания, никто ничего не должен нам давать такие эмоции, это все понятно. Но мы типа, как мы себя в мире ведем, так и мы ожидаем такого же к нам. Мы рассказываем эту ситуацию, в коляску никто не смотрит, никто не скажет нежного, теплого слова, никто даже не улыбнется, люди тупо не улыбаются. И на что нам этот человек сказал, говорит: что вы хотите, они своих детей не любят, а вы хотите, чтобы они ваших любили. Я эту фразу тупо запомнила на всю жизнь. И это... ну и все, мы устали тут сидеть. Да. Мы все сказали, все. Нет, Самантику мы не надо все ходить. сказали, мы еще продолжаем. А тем временем кто-то переела. И у этого кто-то котка. Потому что много есть не надо. А кто-то остановиться не может. Был очень вкусный суп Очень просто. вкусный суп. Да. Самантик, правда мама очень вкусный суп просто сварила? Очень вкусный суп. Да? Менталитет. Самая точная тема. Никто не плохой и никто и не хороший. Просто здесь принято держать дистанцию. Личное пространство святое. Эмоции сдержанные. Каждый сам за себя. Если ты спокойный интроверт, тебе здесь будет максимально комфортно. Что ты? А что ты? А что вы меня не катаете? Мама! Если ты живой и эмоциональный, тебе будет трудно. И тут не причина, не вина Германии. Это различие. И, честно сказать, менталитет реально очень отличается от нашего. Я, опять же, может быть, не первый раз за это видео повторюсь. Это не хорошо или плохо, просто они другие. У них другие привычки, другие обычаи, традиции. Мы совсем по-другому привыкли это все переживать и жить вообще нашу жизнь. А они по-другому. Ну, как-то вот так. А еще нашу Самантулю надо постоянно катать, потому что она будет кричать. Сильно близко пошла. Самое важное, есть вещь, о котором почти никто не предупреждает. Переезд — это не про страну, это про тебя. Про твою психику, про твою устойчивость, про твое умение быть одному. А какой-то момент, так же как и мы, ты можешь спросить: а зачем я здесь? Сам у себя. И это нормально. Но к этому не готовы. Ну и вообще, я хочу вам сказать просто по своему опыту, как бы вы ни готовились, какой моральную подготовку вы бы не проходили перед тем, как переехать в другую страну, в любом случае, в любой стране вам всегда будет тяжело первое время адаптироваться и вообще прийти в себя, потому что все по-другому. Любая страна, даже в которой говорят на языке, который ты понимаешь, все равно там все по-другому. Другие правила, другие законы, другие люди. Другой менталитет.
другое все, и ты хочешь, не хочешь, ты в любом случае попадаешь в стресс, с которым тебе нужно просто побороться, адаптироваться, прийти в себя, ознакомиться, привыкнуть. Человек такое существо, он везде привыкнет и все примет, сможет принять. Просто надо над этим поработать. Итог. Мы не говорим, что Германия плохая, мы не говорим, что Германия хорошая. Мы говорим, что Германия это... Не для всех. И вот это самое честное, что мы можем сказать по факту. Теперь к комментариям. Мы понимаем, что их будет много, их будет разные. Если ты в Германии, пожалуйста, напиши, правильно ли мы все рассказали, да или нет. И если ты собираешься в Германию, можешь задать там любой вопрос, мы отвечаем на все, почти все, может быть, бывают единицы случаев, когда мы не отвечаем на комментарии, но мы ответим на все комментарии. Так что пишите в комментариях, обсудим все, что мы рассказали. Мы ответим честно, без фильтров, без рекламы. Вы были на канале Sirekanen Family, Танюша, Акоп, Самантик. Вместе Сильнее! Итак, нужно так.